Здравствуйте! Сегодня будем познакомиться с автономным уровнем ADO.NET. Будем создать DataSet и добавлять в нем данные. Объект DataSet является представлением реляционных данных, находящихся в памяти. То есть, если это наша реляционная база данных, значит в нем будут находиться таблицы. Таблицы, в свою очередь, состоят из столбцов, и у них также есть строки. Данные находятся в так называемые перекрестки. В ADO.NET автономном уровне имитация реляционной базы данных осуществляется следующим образом. В качестве базы данных служит DataSet, в качестве таблицы служит объект DataTable, в качестве столбцов служит объект DataColumn и в качестве строков служит DataRow. Создание DataSet и вставка объекта в нем состоит из следующих шагов. Первый шаг – создание DataSet. Второй – создание DataTable. Третий – создание DataColumn. Четвертый – добавление DataColumn в DataTable. Пятый – создание DataRow. Шестой – добавление DataRow в DataTable. И седьмой – добавление DataTable в DataSet. Давайте теперь создадим новое консольное приложение и выполним эти шаги. Шаг первый. Создание DataSet. DataSet равен new DataSet University. Тут University название DataSet. Шаг второй. Создание DataTable. DataTable равен new DataTable Students. Тут Students название таблицы. Шаг третий. Создание DataColumn. DataColumn ID равен new DataColumn ID type of int. Допустим, что этот ID должен быть уникальным. Тогда мы должны написать так. ID unique равен true, и будем дать этому столбцу автодополнение. ID autoincrement равен true, ID autoincrementSeed равен 1 и ID autoincrementStep равен 1. То есть автодополнение начинается с 1, с шагом 1. Следующие столбцы будут иметь следующий вид. Вот. Шаг четвертый. Добавление DataColumn в DataTable. DataTable columns add range new DataColumn ID, name, surname и age. Шаг пятый. Создание DataRow. Будем создать две объекта DataRow. DataRow row 1 равен DataTable new row. Row 1 name равен John. Row 1 surname равен Hamilton. Row 1 age равен 23. И DataRow row 2 DataTable new row. Row 2.1 равен Mary. Row 2.2 равен Смирка. И Row 2.3 равен 18. Вот. Шаг шестой. Добавление DataRow в DataTable. DataTable rows add row 1 и DataTable rows add row 2. Шаг седьмой и последний. Добавление DataTable в DataSet. DataSet tables add DataTable. Вот и все. В следующее видео будем также выводить эти данные из DataSet. Надеюсь, видео было полезным для вас. Посетите наш сайт proging.ru и не забудьте подписаться